Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья, заключительная часть видео-мастер-класса по вязанию вот такого вот бычка по имени Кроха. Итак, давайте продолжим с вами вязание. Мы провязали с вами 8 рядов без изменения, в каждом ряду по 48 столбиков без накида. Далее отметили новый ряд, и в следующем ряду у нас будем формировать щечки. Итак, для начала провяжем 38 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 38 столбиков без накида. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее 1 убавочка. Еще 1 столбик без накида. Еще 1 убавочка. Далее вяжем 1 столбик без накида. И делаем еще одну убавочку. И убавочка это у нас будет состоять из одной петли этого ряда и из следующей петли следующего ряда. То есть подхватываем петелечку последней петли и петелечку первой петли следующего ряда. Стеночки подцепили 2 и провязали вместе. Сделали еще одну убавочку. И на нее повесим маркер. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 убавочку. Далее вяжем 1 столбик без накида. 1 убавка. И до конца ряда вяжем 37 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 36 и 37. Итак, новый ряд у нас отмечен. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем 1 убавочку. И такую комбинацию мы провязываем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. И на этом этапе мы можем наполнить наполнителем голову игрушки и где-то вот так вот наполовину. Итак, продолжаем наше вязание. В следующем ряду будем вязать с вами ушки. Итак, для начала провяжем 8 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4 и 8. Далее берем одно ушко и провяжем его вместе с головой 3 столбиками без накида. Итак, подхватываем петлю от ушка, подхватываем петлю от головы или на голове и провязываем их вместе столбиком без накида. Первый столбик, далее второй, и третий. Провязали, далее вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 15. Берем второе ушко и точно так же провязываем его 3 столбиками без накида вместе с головой. Один, два и 3. И до конца ряда нам еще остается провязать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. На этом этапе мы можем... Нет, еще чуть провяжем, потом будем фиксировать глазки. Итак, в следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Кстати, я нашла свою измерительную ленту, замерила рост бычка моего, и у меня получилось 31 сантиметр. Провязали, новый ряд отметили, еще немного наполним наполнителем и будем фиксировать глазки. Итак, я уже наполнила наполнителем и определила место для глазок. Сейчас я вам расскажу, где должны быть у нас зафиксированы глазки. Итак, вот 8 рядов мы вот здесь провязали с вами без изменения, в каждом ряду по 48 столбиков без накида. Далее мы сделали убавочки для как бы формирования щечек. Вот он, вот этот вот ряд с убавочками. Далее следующие 2 ряда над рядом убавочек. Вот они, 2 ряда. И вот между этими 2 рядами будем фиксировать глазки. Один вот глазик. Далее от одного глазика отсчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и
вставляем второй глазик. Вот между ними 6 столбиков, но когда вы поставите заглушку, то есть вот оно вот так вот уходит в углубление, когда поставите заглушку, то видны будут только 4 столбика между глазками. А так фактически 6 столбиков. Вот. Определяем место для глазок. Смотрим, чтобы все было пропорционально равномерно. Вытаскиваем немного наполнителя и фиксируем заглушками. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, плюс 1 прибавочка. Ой, плюс 1 убавочка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. И наполняем голову игрушки наполнителем по ходу вязания. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. По ходу вязания не забываем наполнять наполнителем голову игрушки. И продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида, плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. В следующем ряду вяжем 6 убавочек. Получается 6 убавочек подряд. Провязали, маркер снимаем. Я его уже сняла. Далее берем крючок меньшего размера и сделаем соединительную петлю. И далее стянем вот эту вот дырочку. Так, сначала сделаем соединительную петлю. Так, далее протянем ниточку. И вот так вот где-то 10 сантиметров хвостик оставим и ниточку отрежем. Так, далее, ой, боже мой, не могу найти удобное место. Игрушка длинная, ножки не дают мне тут найти более удобное место. Итак, стягивать будем дырочку вот таким вот методом, как бы а, обвивая каждую петелечку вот этим вот хвостиком нашим. И протянем ниточку на заднюю сторону головы. Вот так вот. Снимем с хвостика плюш. И зафиксируем на одной из задней стеночки любой нам подходящей петли. Сделаем пару-тройку узелков и уже спрячем окончательно вовнутрь вязания, вовнутрь головы игрушки. Так, основная часть у нас нашего бычка крохи готова. Сейчас будем вязать с вами мордочку. Берем пряжу дополнительного цвета, основной крючок
и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь, начиная со второй петли от крючка, провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, в ту же петлю 2 столбик без накида, в ту же петлю 3 столбик без накида. Далее по второй стороне вяжем также сначала 5 столбиков без накида, 1, 2, 5. И вот в эту вот стеночку от 7 петли воздушной провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее теперь уже вяжем за обе стеночки каждой петли. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем одну прибавочку. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее вяжем 1 столбик без накида. И провязываем еще одну прибавочку. И еще раз повторим точно так же. Вяжем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Далее 1 прибавочка. Далее 1 столбик без накида. И 1 прибавочка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее делаем прибавочку. 1 и 2 столбика без накида в одну петлю. Далее сделаем вторую прибавочку. В одну петлю провяжем еще 2 столбика без накида. Далее провяжем 1 столбик без накида. Далее повторим 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сделаем 2 прибавочки подряд. 1 прибавка,
Вторая прибавка. И провяжем еще один столбик без накида. Далее 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали. В конце делаем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее будем пришивать с вами мордочку. Берем иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Я свои игрушки люблю пришивать белой нитью. Вы же можете взять в тон мордочки, либо в тон основной части игрушки. Итак, и будем пришивать мордочку на всех, вот так вот расположим, на всех 8 рядах. Так, что у меня засветлилось. Которые мы вязали без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. Вот здесь вот у нас были 24 прибавки. И вот дальше пошли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И значит вот на эти 8 рядах, на этих 8 рядах и будем пришивать мордочку. И старайтесь вот так вот, чтобы было вот эти вот края поближе к глазкам, тогда более симпатично смотрится. Даже сами можете вот так вот подвигать мордочку и посмотреть, как вам больше нравится. Но вот, на мой взгляд, лучше, когда вот край ближе к глазам находится. И вот здесь вот подтягиваем, вот так вот, и по кругу пришиваем. И по ходу пришивания наполняем наполнителем средней плотности. Итак, для начала зафиксируем ниточку. И вот за каждую петельку от мордочки на мордочке захватываем столбик на голове и равномерненько пришиваем. Итак, немного пришив мордочку в голове игрушки, вот, оставляем здесь временно небольшое отверстие для того, чтобы наполнить мордочку наполнителем. Наполняем средней плотности. Далее будем вышивать с вами ноздри. Берем небольшой кусочек основной пряжи, основного цвета, швейную иглу и заводим вот здесь вот рядышком в районе глаз на мордочке и выводим иглу, отступая 2 ряда на мордочке от глазика и так вот вывели. Здесь оставляем небольшой хвостик, его потом зафиксируем. Далее вот здесь вот захватываем как бы 3 ряда, 1, 2, 3, и вот в серединочку, здесь вот у нас такая вот серединочка, заводим иглу. Далее выводим иглу, отступая где-то 2-3 столбика. Вот так. Где-то вот так вот смотрим, чтобы все было равномерно, пропорционально. И вот ноздрю делаем как бы вот так вот наискосок. Не ровненько, а наискосочек. Вот, и заводим
иглу. Так, сейчас посмотрю. Итак, я поближе посмотрела и все-таки подправила, немножечко сдвинула вот это. Теперь вот все пропорционально. Итак, внизу получается 3 столбика между ноздрями, а вот если по верхней линии смотреть, то здесь 5 столбиков. У первого бычка по верхней линии у меня было 4 столбика между ноздрями. Итак, далее отрезаем ниточку и с этих хвостиков снимаем плюш. И зафиксируем эти хвостики на задних стеночках любых подходящих нам петель. И прячем этот хвостик внутрь мордочки. Второй хвостик делаем точно так же. Далее будем вышивать с вами ресницы. Берем небольшой кусочек не плюшевой пряжи черного цвета, заводим где-то сбоку от глаз. И вот тут вот рядышком, прям совсем рядышком с глазиком выводим. Иглу, получается где-то вот середина глаза. Вот, вывели иглу и заводим. Получается, где мы заводим? Вот здесь вот у меня вот получилось между глазиками вот такая вот резьба. Вот между рядами. Вот одна, вторая и третья. Вот. И значит вот в это вот сюда тоже рядом с глазиком завожу иглу и вывожу в том же районе у второго глазика. Так, и точно так же вот здесь, вот в этом районе. И выводим иглу тоже где-нибудь сбоку. Так, и смотрим, что у нас получилось. Подтягиваем. Как бы просто вышили реснички по контуру глазиков. И не стала делать их вот так вот наискосок, чтобы не был такой вот печальный взгляд у игрушки, а просто немножечко придать выразительности и все. Вот так, где-то так. Здесь подтянем немножечко, сделаем равномерные хвостики, и эти хвостики зафиксируем. Так, теперь эти хвостики расслаиваем, чтобы узелочки не были грубыми, поэтому мы эту ниточку
на 2 части расслоим. Далее найдем заднюю стеночку любой подходящей нам петли и на ней сделаем узелочки. Сильно ниточку не натягивайте. Чтобы реснички сильно в вязании не утопали. Так, все. И со вторым хвостиком делаем точно так же. Далее вышьем с вами брови. Берем опять небольшой кусочек неплюшевой пряжи черного цвета и пропуская один ряд вверх от глазика, заводим иглу где-нибудь вот тут вот сбоку. И вот один ряд пропустили, где-то вот 2 столбика от ушка. Вот начало брови. Захватываем наискосок 2 ряда. Где-то ориентируюсь на серединку глазика. Вот так 2 ряда вверх, захватываем и заводим иглу и выводим через 5 или 6 столбиков. Смотрите, там уже по своей игрушке. Вот у меня получается здесь 6 столбиков расстояние между бровями. И в этом же районе, в таком одинаковом районе, заводим вот тут вот иглу. Ниточку на брови можно потуже натянуть. Вот так. И хвостики. Тут равномерно сделаем равномерные хвостики. Тоже их расслаиваем и фиксируем на любых стеночках подходящих нам петель. Далее пришьем с вами рожки. Рожки расположим притык к ушкам, но немножечко как бы вот не на уровне ушек, а немножечко назад. Туда вот ближе к затылочку. Чуть-чуть, не совсем. Ну, вот так вот. Вот здесь вот у нас начало ушек. И вот мы немножечко назад отодвинем. И вот так вот притык к ушкам. Вот так вот пришьем. Так, для начала зафиксируем ниточку. И начнем пришивать рожок, рожку, не знаю, как правильно сказать, вот за каждую петельку. И по ходу пришивания добавляем еще немножечко наполнителя. Там вот маленькое отверстие, вот когда будет, там можно ножничками вот так вот протолкнуть еще немного наполнителя.
Да, и не забудьте пришивать рожки так, чтобы вот более выпуклая часть, она смотрела в бок. А вот так вот, чтобы потом чуть-чуть немножечко ее загнуть, чтобы вогнутая часть смотрела вовнутрь. Рожки пришиты, и осталось нам сделать челочку. На хвостике я заменила пряжу на коричневый цвет. Вот, и вот здесь вот немножечко намотала пряжи, вот здесь вот, чтобы кончики, там, где вот были узелочки, чтобы они были аккуратнее смотрелись, поэтому я так вот намотала. На первом бычке я использовала Гималая Тофи Бэби, она такая более ворсистая, поэтому там этого не надо было делать, там узелочки не видны за счет ворсы. А вот здесь вот, чтобы более-менее аккуратненько смотрелось, я это сделала. Итак, теперь будем делать челочку. Точно так же берем этикеточку от пряжи и наматываем на нее пряжу для челочки. Намотали и отрезаем. И берем каждую прядочку, фиксируем ее, только вот заполняем вот только макушечку. Получается вот здесь вот несколько рядов, вот только вот эту вот макушечку заполним до той густоты, которая вот нам будет нравиться. А фиксировать можно вот пропустив, наверное, может вот пару рядов от бровей, чтобы не совсем было близко к бровям. А то челочка получится очень низкая. Там посмотрим, если что, и даже подстрижем немножечко. Ну, вот и все, вот и готов наш с вами бычок Кроха. Такой получился шоколадный брюнетик. Вот я уже завязала ему бантик. Я замерила его рост. Его рост получился на 2 сантиметра выше первого бычка. Вот это за счет того, что вот эта вот пряжа, эта партия, получается, она какая-то более плотная. Вот, вот такой вот малыш получился. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Вот у нас шоколадный брюнетик, и это получается такой солнечный блондин. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!